когда вот две группы разделились, хатско-абхазо-адыгская, хурито-уранская, нахско-дагестанская, вот кавказская языковая семья, то есть, но уже где-то потом уже идет дробление на отдельные части, там, в конце третьего, в начале второго тысячелетия до нашей идет хурито-уранская, чуть раньше, а потом уже в начале второго тысячелетия идет размежевание нахских, значит, и дагестанских. То же самое мы здесь имеем в виду, где-то уже в середине или в начале третьего тысячелетия хатские уже от ответвления хаттов идет, потом уже адыгов и абхазов в начале второго тысячелетия. То есть, и они, вот хатские, абхазо-адыгские, занимают территорию всего Западного Кавказа, Крым. Кстати, древнейший период сейчас, вот есть украинский ученый, историк Бубинок. Он на основе древнейшей топонимики, изучения древнейшего периода доказывает, что до славянского населения, до правобережья, левобережья Днепра проживали адыгские племена. В Крыму и так далее. То есть вот это всю территорию, потому что осваивать территорию степи, значит, да, вот северокавказские степи, на территории, значит, да, Южного Кавказа, Передней, Малой Азии, Передней Азии и так далее. Но мы можем говорить, что вот сплошное расселение Западного Кавказа, Восточного Причерноморья, это Абхазия и Адыги. Да. Центральный Кавказ, центральная часть Южного Кавказа, и далее уже вниз, значит, до Месопотамии, это нахские и хурито-уранские. А уже Восточный Кавказ, нынешний Дагестан, нынешняя территория Западного Прикаспия, до северной территории современной Ирана включительно, это уже вот дагестанские, и далее уже внизу уже хурито-уранские племена. В принципе, они упоминаются, все эти названия, современные кавказские названия, они четко фиксируются в уранских, в ассирийских источниках. Все эти, вот, например, вот если мы берем, очень интересно, этногенетические предания, которые существуют у кавказцев, да, вот, у абхазов тоже есть, вот мы выходцы из Мысра. Это есть у адыгов, есть у чеченцев, ингушей. То же самое, они выходцы из Мысра. Понимаете, это интересно же, да? А Мыср все считают, что это Египет. Но это не Египет. Мыср это не Египет. Мыср это называлась, это территория на юге озера Урмия. То есть это современный Северный Иран. Современный Северный Иран между... Вот эта территория, кстати, вот, ну, сейчас то же самое, вот это между то есть Ираном, Ираком, там, да, современная Армения, Азербайджан, там 3 озера. Это Сиван, Ван и Урмия. Вот между этими, вот эта территория называлась земля Эдема, земля Адама. Дэвид Ролл, он говорит, что рай на земле, который существует там в религиозных сказаниях, что это там было, и что они выходцы оттуда. То есть получается, что вот это Мыср, Мусасир, это древнейшая территория, но упоминается еще в 18 веке до нашей эры на этой территории. Ну, потом она уже стала таким религиозным культовым центром хуритов-урартов. И очень много археологических данных и так далее, верховные боги, которые связываются, да, мы можем найти параллели в абхазском языке, в адыгском, чечено-ингушском и так далее. Там связывается, ну, достаточно, например, сказать, что вот второй половине 19 века вот российские энтузиасты, да, вот историки, которые изучали этнографию, быт, культуру кавказских народов, они записывали сказки, значит, да, вот легенды, этногенетические предания кавказских народов, они все были опубликованы, значит, есть такой сборник сведений кавказских горцев, который, да, вот в Тбилиси это издавалось, тогда Скорго называлось. Да. Вот это материал, огромный материал для исследователя. Кстати, они находятся в свободном доступе сегодня в интернете, они выложены, все эти тома. И там, кстати, вот указывается о том, что вот у андийцев, дагестанцев, они указывают, сюжет записан в 1853 году. Сказание о Гильгамеше.
Гильгамеш, вот, слышали, да, это шумерский царь 27 века до нашей эры. Но никто не знал Гильгамеш, ну, кто-то, никто вообще не знал. Потом, когда в начале 20 века уже, когда были проведены археологические раскопки, выясняется, да, Гильгамеш, огромные сказания про него, сохранились надписи про него, это был царь, потом обожествленный и так далее. Ну, легенда вот, древние шумеры, Гильгамеш. Выяснилось, да, и сюжет, который был записан андийцами, дагестанцами, который был опубликован в середине почти 19 века, он имеет, значит, было, значит, найдено в клинописи 27 века до нашей эры. То есть это о чем говорит? То есть вот эти предания, они имеют историческую основу. То же самое, когда мы говорим, потому что не может же быть, что у всех народов Кавказа, вот они выходцы из Быстрого. Ну, там есть различные другие варианты, но этот вариант у всех тоже присутствует. То есть об этой связи, этих территорий, древнейших культурных связей существует. То есть нужны исследователи, новые исследователи, созданием древних языков, созданием современных языков, которые исследовали это. То есть, ну, возвращаясь вот в территорию, которую занимали, вот потом, позже, да, вот туда вклиниваются с юга грузинские племена. Грузинские племена, с севера ираноязычные, чуть позже тюркоязычные. То есть вот сегодня, вот раньше, вот древние Абхазии находились в непосредственном этническом контакте с древними нахскими народами. То есть, например, Абхазии, в древности Абхазии древних чеченцев и ингушей называли Малхуза. Малхуз, то есть по имени верховного бога нахских народов. Это было государственное образование. А Малх – это ма, солнце, Ха-Тха – это бог солнца. Вот по имени этого бога, ну, обычно это часто бывает, что народ получает у своих соседей название по имени Верховного Бога. То есть, и вот мы непосредственно находились по Алыкскому хребту, там, да, вот в Кавказе. Потом вклиниваются, то есть произошло разделение восточно-кавказских и западно-кавказских языков. Это проходило на протяжении тысячи лет. Ну, когда мы говорим, здесь надо четко тоже вот представлять, когда мы говорим об этногенезе, о происхождении любого народа, невозможно ограничиться той территории или административными политическими границами, которые существуют ныне. То есть на протяжении всей истории человечества происходили переселения людей, смещение, там, сужение или расширение этнической территории того или иного народа. То есть в истории известны многочисленные примеры, да, и эти переселения, в принципе, то, что мы сегодня этнический облик планеты имеем, это есть результат этих переселений. И будущее тоже его облик, это будет диктовать теми переселениями. Поэтому, когда мы говорим, это территория, там древние территории, современные территории, нельзя путать. Но и нельзя, конечно, проецировать современные границы в древнюю эпоху, древние границы в современную эпоху. Особенно иногда на Кавказе. Кавказе четко очерченных границ между народами, в принципе, еще это перемешку, люди жили и так далее. Это сегодня такие границы существуют. Но это потом, ну, к сожалению, так вот иногда получается, бывает, что когда пишут о том 1000 лет назад, 2000 лет этнические или политические границы, и появляется у определенных людей, это наша земля, там, претензии, это просто это не менее какое научное обоснование, это уже чисто политическое, но это для кавказских народов это абсолютно неприемлемо. То есть это этнические границы, вот спокойно, в древности, в современности, каждый имел свою этническую территорию, за землю этническую между кавказскими народами. Практически, ну вот я как историк, кавказовед, я не могу сказать, что были такие войны между кавказскими народами, не было. То есть, и, во-первых, они даже четких границ тоже не было, вперемешку жили все, ближайшие соседи и так далее. Это очень важный момент, который, в принципе, для любого кавказского исследователя надо иметь в виду.